Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой уютный канал Вязание крючком. В этом видео мастер-класс по созданию подушки в виде котика. Она простая в исполнении и очень удобная в повседневной жизни. Я вязала ее для себя, чтобы уютно устроиться во время вязания, во время просмотра уютного фильма или за чтением книги. Ее приятно обнимать и удобно класть под голову. Настоящее маленькое чувство уюта. По желанию можно вышить мордочку, но мне ближе минимализм, когда ничего лишнего. Размер подушки 53 сантиметра. Я вязала крючком номер 5 и способом крестик. Это важно, если хотите получить такой же размер. На однотонную подушку ушло 3 мотка Alize Softy Plus. В одном мотке такой пряжи 100 грамм 120 метров. Наполняла холофайбером, у меня ушло 190 грамм. Полосатую я связала из остатков разной пряжи. Это и Alize Softy Plus, и Himalaya Dolphin Baby, и Himalaya Velvet. Ну что ж, обзор сделан, теперь давайте приступим к вязанию. Начнем вязание с основной детали, это с подушки, которая является также телом котика. Итак, берем плюшевую пряжу, основной крючок и набираем 31 воздушную петлю. 1, 2, 3, 29, 30, 31. Далее в обратную сторону по цепочке вяжем 29 столбиков без накида. Начинаем вязание со второй петли от крючка. 1, 2, 3, 28, 29. Далее в крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. 1, туда же второй и туда же третий. Далее по второй стороне цепочки также вяжем 29 столбиков без накида. 1, 2. Итак, я провязала 29 столбиков без накида. Далее в крайнюю стеночку петли, это стеночка от 31 воздушной петли, мы провяжем так же, как провязывали на этом конце, 3 столбика без накида за одну стеночку петли. Второй столбик без накида и третий. Итак, это мы с вами провязали первый ряд. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 64. Далее отмечаем новый ряд маркером. В качестве маркера я люблю использовать кусочки пряжи, ленточки. Мне так удобнее работать. И далее вяжем по кругу, в каждом ряду по 64 столбика без накида, и вяжем полотно подушки длиною сантиметров 53-55 сантиметров, или же на ваше усмотрение, какой длины вам захочется сделать эту подушку, такой и вяжите. Я заранее начала вязать, но еще не довязала. Вот как это у меня сейчас выглядит. И хотела обратить внимание, многие мне задают вопросы, почему при вязании маркер смещается в сторону. Потому что мы вяжем без соединительных петель в конце каждого ряда и без петли подъема. И поэтому у нас вязание получается спиральное. И вот смотрите, вот здесь вот видно начало ряда оно ниже, а конец ряда он идет сверху, так как без соединительных петель и без петель подъема мы вяжем, поэтому идет вязание спиральное, и маркер постепенно смещается в сторону. Этому удивляться не надо, это все нормально. Вяжем лапки. Берем плюшевую пряжу, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 7. Отмечаем новый ряд. Итак, это мы с вами провязали первый ряд.
Итоговое количество в этом ряду у нас должно получиться 7. Следующий ряд второй. Вяжем 7 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Итак, вяжем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Провязали. Следующие 19 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. И вяжем так с 3 ряда по 21 ряд включительно. И я не буду сейчас дальше вязать до конца эту лапку, так как я уже 3 штучки заранее связала. Всего нужно 4 таких лапок. Сейчас просто объясню, как закончить вязание. Вы с этим без меня с легкостью справитесь. Итак, после того, как провязали 19 рядов без изменения, в каждом ряду по 14 столбиков без накида, наполнили лапку слегка наполнителем. Вот здесь где-то 5 рядов я вообще не заполняла, только вот эту вот часть. Далее складываем вязание пополам и 2 ряда здесь, которые получатся, провязать их вместе. Провязать так 6 столбиков без накида. И далее рабочую нить протянуть, отрезать, оставив хвостик длиной сантиметров 15. Ну, такой хвостик, которым было бы удобно пришивать к подушке эту лапку, чтобы хватило пришить как бы двойным таким швом, и чтобы это еще было удобно делать. И чтобы время не терять, переходим к вязанию ушек. Пока распущу лапку, потом заново ее начну вязать 4-ю лапку. Итак, вяжем ушки. Берем плюшевую пряжу, основной крючок и также набираем 2 воздушные петли. Далее во вторую петлю от крючка провяжем 4 столбика без накида. Старайтесь вот эти первые 4 столбика без накида не вязать слишком плотно, чтобы не было потом тяжело вязать второй ряд. Итак, провязали. Новый ряд отмечаем маркером. И следующий ряд у нас второй. Вяжем 4 прибавки подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. И так провяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали следующий ряд 4, и этот ряд вяжем без изменения 12 столбиков без накида. Следующий ряд 5. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Следующий ряд 6, его мы вяжем без изменения 16 столбиков без накида. В следующем, в 7 ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем 1 прибавку и так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. Вяжем так с 8 ряда по 10 ряд включительно.
Провязали. Маркер можно уже вытянуть, он нам не понадобится. Далее вяжем соединительную петлю, рабочую нить протягиваем, оставляя хвостик подлиннее, чтобы хватило пришить ушко к подушке и чтобы это еще было удобнее сделать. Потому что не могу найти ножницы. Нашла. Итак, одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. Вяжем хвост. Берем плюшевую пряжу, основной крючок, набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Провязали первый ряд, новый ряд отмечаем маркером, следующий ряд второй, и в этом ряду вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Следующий ряд третий. Этот ряд вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Следующий ряд четвертый, и в этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем одну прибавку, и такую комбинацию повторим еще один раз. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Далее 30 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. Вяжем так с 5 ряда по 34 ряд включительно. И забыла сказать, что в процессе вязания наполняем хвостик наполнителем, но наполняем совсем немножечко. Наполняем слегка, чтобы хвостик был мягким. Провязали 30 рядов без изменения, наполнили хвостик слегка наполнителем и продолжаем наше вязание. Следующий ряд 35. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 5 столбиков без накида, 2, 5. Далее вяжем одну убавку. Я провяжу эту убавку за обе стеночки двух петель, то есть подхватываю одну петлю, протягиваю рабочую нить, далее подхватываю следующую петлю, протягиваю рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Убавку также можно провязать, используя передние стеночки двух петель. Так я вяжу, когда вяжу пряжами Гималая Dolphin Baby и Гималая Velvet. Далее повторим еще один раз эту комбинацию: 5 столбиков без накида плюс 1 убавка. И итоговое количество петель у нас должно получиться в этом ряду 12. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 36. Этот ряд вяжем без изменения, 12 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 37. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку и еще раз
Вяжем 4 столбика без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 10. Отмечаем новый ряд, следующий ряд 38, и этот ряд вяжем без изменения, 10 столбиков без накида. И еще немного добавляем наполнителя и вяжем последний 39 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Повторим так еще один раз. Итоговое количество петель у нас должно получиться 8. Провязали. Маркер можно уже вытянуть. Складываем вязание пополам и провязываем 2 вот эти вот ряда вместе. Провяжем 3 столбика без накида. Крайнюю петлю желательно провязать крючком меньшего размера, так она будет более аккуратная. На конце у нас 3 петли. Сначала заводим крючок в 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем сквозь них рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю, сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Далее рабочую нить протягиваем слегка так вот подлиннее, чтобы было удобно пришить хвостик к подушке. И отрезаем. Все необходимые детали готовы. Теперь это все нужно пришить к подушке, к основной части, к туловищу котика. Я довязала основную деталь. У меня получилось 53 сантиметра. На 55 сантиметров у меня уже не хватило пряжи. Сейчас покажу, сколько осталось. Со всеми деталями вместе от 3 мотков у меня вот сколько осталось. Итак, маркер можно уже снять. Заканчиваем вязание соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем, и здесь можно ее отрезать, оставив небольшой хвостик. Далее наполняем подушку наполнителем и стараемся наполнитель распределять по бокам. Если просто заполнять и не распределять по бокам наполнитель, то в конечном итоге туловище котика получится вздутым, таким бочоночком. А нам нужно, чтобы все-таки немножечко эта деталь была плосковатой. Итак, основная деталь подушки наполнена холофайбером. Край я закрыла, сложив полотно пополам и аккуратно обметав его той же пряжей, подхватывая по 2 петли с помощью иглы. Этот момент можно подробнее увидеть в моих видео по наволочкам с 3D аппликациями. С этого же края я слегка подтянула углы с внутренней стороны, чтобы форма получилась мягче и аккуратнее. Но это по желанию, можно оставить и так. А сейчас покажу, как я подтягиваю углы подушки. И некоторое время спустя ушки, лапки и хвостик уже пришиты к подушке. И теперь подушка действительно является кота-подушкой. Я все это сделала за кадром, так как здесь ничего сложного нет. Вы без меня с этим с легкостью справитесь. Только расскажу некоторые нюансы. Ушки я пришивала как бы ровно посередине, если вот брать боковую сторону подушки.
И на расстоянии друг от друга где-то пару сантиметров. Вот. Смотрите, здесь вот с краю какое расстояние. И вот между ушками. Лапки. Первая лапка, она получается практически на уровне ушка. Вторая лапка рядышком, расстояние совсем такое вот небольшое. И лапки я пришивала, если ушки ровно посередине боковой части, то лапки я немножечко сдвинула назад, чтобы вот когда ее ставить на диван, на кресло, на кровать, вот, чтобы какая-то часть вот этой вот боковой зоны подушки ложилась на лапки. Мне вот так вот больше нравится, не знаю почему, но как-то вот на первой подушке я так вот пришивала, и на этой тоже так сделала. Вы же смотрите на свое усмотрение, как пришивать эти лапки. Я пришивала вот так. Хвостик я сначала пришила вот в этой части, присоединила к подушке, далее поднялась чуть выше и, подхватив несколько столбиков на хвостике и на туловище котика, здесь зафиксировала вот в этой части, потом тут вот поднялась, тоже 2 раза зафиксировала вот в этой части и вот в этой части, тоже подхватив по несколько столбиков. Вот. И с вами мы что еще сделаем? Мне хочется так же, как и на первой подушке, вот этот вот кончик вот так вот подтянуть, сделать таким легким крючком. Вот так. Заведу, наверное, вот здесь. Нет, здесь. Так, берем. Подхватываем 2-3 столбика. Так, нужно, чтобы возьму чуть-чуть пониже. Вот так. Далее теперь вот здесь. Где-то 1, 2, 3, 4, 5 рядов между расстояние между этими нитями. И еще один раз пройдемся. Теперь аккуратненько нам нужно это все подтянуть. Подтянули. Далее вот эту нить протянем поближе к этому хвостику начальному. Завяжем на узелочке. Отрежем хвостики подлиннее, так их лучше будет спрятать вовнутрь хвостика, и они не будут вылазить. Наша с вами подушка в виде котика полностью готова. Очень надеюсь, что у вас все получилось легко и с удовольствием. Пишите свои впечатления в комментариях, ставьте лайки и делитесь видео. Пусть в мире станет чуть больше уюта и мягкости. Если вы еще не подписаны, буду рада видеть вас на канале, и не забудьте про колокольчик. Всем спасибо большое и пока-пока!